Норвегия – скандинавская страна, на территории которой расположены горы, ледники и глубокие прибрежные фьорды. Норвегия славится не только высоким уровнем жизни и прекрасными видами, но и международными мероприятиями. На севере Норвегии есть небольшой город – Вардю. Население этого городка всего 2000 человек. Чем интересен этот город? Например, тем, что на всей территории Вардю нет ни одного дерева, интересными рисунками на домах, историями про ведьм, музеями. А еще здесь проходит чемпионат северных стран по Юкигассен. На этом чемпионате обычно присутствуют команды из Норвегии, Финляндии и России. Ja, jeg sa det at det første Jukigassen var med på, da var det på andre siden av buen. Vi kaller det var på idrettsplassen det første året. Og da var det idrettslag som startet med dømminga, men de fikk det ikke til, så vi var en sportsklubb, en bedriftsklubb som overtok dømminga. Og den har vi holdt på med i hvert fall en 16-18 år. Men jeg har fortsatt det da, etter at de her sluttet i den bedriftsklubben, så jeg har holdt på nå, det 23. året mitt at jeg har vært. Så jeg har vært hoveddommer i alle år. Юкигассен – игра в снежки по правилам. Основная суть игры заключается в том, чтобы выбить как можно больше игроков другой команды, либо захватить флаг противника. Один раунд длится 3 минуты. Выиграть надо 2 раунда. Также на каждый раунд надо налепить по 90 снежков. Команда состоит из 4 нападающих, 3 защитников и 1 капитана. Также есть еще 2 места, которые заняты 2 запасными игроками. Защитникам можно передвигаться по всей территории поля, в то время как нападающие не могут заходить на свою домашнюю территорию. Это сделано для того, чтобы только защитники могли доставать снежки из своей корзины. По европейским правилам, на поле должно находиться не меньше 3 человек одного пола. В Японии же существуют смешанные женские и детские команды, только они играют в разных лигах. На чемпионатах в Японии формируются 3 лиги. Первая, такая главная, основная. В ней, как прописано на сайте официальной организации, нет гендерных различий, но при этом, по факту, мы когда на самом деле приехали на 30-е игры, оказалось, что большинство команд мужские, только из мальчиков. И, как правило, если основная масса мужские команды, то и все стараются тоже собрать максимально сильные команды и формируют именно из мужчин. Вторая лига – это исключительно женские команды, то есть женщины и девушки, там без вариантов, и их, как правило, порядка 20 не меньше, может быть больше, в зависимости от количества участников. И третья лига – это детская, но там не обязательно прям совсем маленькие детки, там и школьники, и студенты. То есть все это считается уже детской лигой. Там команды смешанные, причем капитаны в этих командах чаще всего старшие братья, отцы, мамы из высших лиг, соответственно, из взрослых команд. Они, конечно, очень кайфовые, очень классные. Но вот про первую лигу общались с ребятами из Финляндии, то есть они в Финляндии играют смешанными командами, то есть чаще всего это мальчики в нападении, девочки в защите. И когда они приехали в Японию играть чисто мужской командой, для них это был такой стресс, потому что мальчики, которые играли в защите, они вообще не понимали, как им быть, что им делать и почему им нельзя бежать под первую баррикаду. Ну, то есть это прям сложно, и это нужно тренироваться. Казалось бы, вроде все сильно, но без девочек после смешанных команд прям тяжело играть. И, в принципе, это для европейского уровня какой-то совсем космос, наверное, потому что непривычно, они прям сами об этом говорят, что мы вроде готовимся, мы тренируемся, но когда вот приехали в Японию, а там на самом деле все мальчики, и мальчики, которые играют в защите, они реально теряются, и они, не могут найти себе потом место. На поле существуют укрепления, которые служат защитой для игроков. 2 домашних борта, 4 обычных и 1 центральный, который по размерам равен 2 обычным бортам. Само же поле размером 36×10. Я играл в Мурманске в команде Халигали. Мы не совсем даже по случайности, а по закономерности все-таки выиграли первую лигу. Мы старались и шли к этому с 2013 года. Да, у нас там были неудачи, все время мы тасовали наш состав, но все-таки мы победили. Собрались в решающий момент. И нам сказали: ребята, едете в Норвегию играть. Мы говорим: хорошо. Так получилось, что не вся команда наша поехала, у нас только 3 человека. И в итоге у нас сейчас сборная Мурманска. Так, в принципе, называется, Тим Мурманск. У нас в Мурманске, да, мы
переделали всю нашу тактику вот совсем. Мы раньше, ну, с 13 по там, 17 год, у нас были победы за 15 секунд, за 10 секунд. Мы просто брали флаг. Было без разницы, что произошло, нам нужно было брать флаг. Вот. А в этом году, ну да, мы один раз там выиграли 20-0, ну, потому что флаг взяли. Но и что-то не зашло. Нам не понравилось. Вот почему-то вот, ну, что-то пошло не так, и мы решили, давайте сделаем по-другому. Мы будем просто давить противника морально. Мы уворачивались, мы выщелкивали, и нам это понравилось. Мы считаем игру вторым номером до определенного момента это самое выгодное. Вот. Просто нужно вычислить этот момент и начать работать первым. На самом деле, как бы я реально хочу приехать сюда еще раз, только в составе уже полной и своей команды, потому что сейчас у нас есть, ну, замена игроков по разным причинам. Кого-то не отпустили по работе, кто-то совсем не выездной, вот, а у кого-то просто банально паспорт закончился. Вот. Хочу всей своей командой. В Юкигасен играют в Японии, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Таиланде, Австралии, Канаде, Китае, Словакии, Нидерландах, Бельгии, Армении и России. В России эта игра постепенно набирает популярность. Сейчас в нее уже играют в Мурманске, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге. Здесь, на чемпионате северных стран, присутствуют команды из Мурманска и Архангельска. Самый негативный момент в моей карьере Юкигасена – это проигрыш своей же второй команде в финале Архангельского турнира. Вот. А самый позитивный, соответственно, момент – это, конечно же, победа в Варде. Это было замечательно, великолепно. И, на самом деле, для меня даже в какой-то мере было неожиданностью. Вот. На данный момент мы присутствуем, ну, я приезжаю уже 3-й год подряд, вот, и я вернулся, чтобы защитить данный титул вместе со сборной. Туда входят и люди из «Витязей», это вторая по силе в Архангельске команда. Ну и да, соответственно, команда 1-3-3-7, которая составляет основной костяк данной сборной. Почти весь состав команд наших – это пары, семейные пары. Леша вот, Нилов с Леной на этом турнире, который сейчас проходит, они познакомились 10 лет назад. Лена уже перестала потом ездить, потому что воспитывала 2 замечательных юки-деток. И вот спустя вот 10 лет они вернулись сюда, и сейчас вот для нас тоже такая замечательная дата. Они воссоединились на Северной земле. Вот. И я с супругой играю, и Антон Слепухин с Татьяной познакомились на Юкигасен и тоже расписались. Вот. И так идет, и идет. И у нас вот какая-то уже даже Уна Джуниор подрастает. У нас уже, в принципе, деток хватает на... Им только подрасти надо. Вот. И мы стали больны этой игрой, потому что она позволяет нам общаться, собираться, выезжать, радоваться, сопереживать, улыбаться, расстраиваться, ругаться, потом опять собираться. Вот. Кто-то уходит, кто-то приходит. Но для нас это прежде всего не просто команда, это семья. Вот. И я думаю, что многие на играх замечают вот этот вот коллективизм наш. Мы относимся к Юкигасен прежде всего к такому средству релаксации, средству получения удовольствия, эндорфина, любви, счастья вот этого. И вот буквально сегодня была 1/8 игра, и это была очень сложная игра, потому что и с судейской стороны совсем не все гладко проходило и для нас, и для соперников. Игроков не удаляли, было четко видно, что судьи, наверное, чего-то хотят зрелищного, может быть, пенальти. Вот. Но пройдя вот этот длинный путь, вот эти ссоры, ругани с судьями, крики. Мы раньше были очень агрессивной командой, нас не любили, мы ругались со всеми, чуть ли там не дрались. Вот. Но это все ушло, с возрастом люди, наверное, мудреют. Вот. И сейчас была поставлена задача, вне зависимости от каких-то решений судейских мы играем, надо попадать так, чтобы было больно, чтобы было видно и слышно, что попали. Вот. И игра с командой из Киркинесса была сложна с тем, что выбили наших, наверное, первый раз за столько лет выбили 2 защитниц. Это на самом деле для команды может быть катастрофично. И одна из защитниц, это была моя супруга.
Я от нее слышал, что мы минус, Валя минус. Но я думал, что это мне кричит моя супруга-защитница, играющая в поле. Но когда я повернулся, я увидел в зоне отчуждения свою любимую спутницу жизни, плачущую. И меня это настолько растрогало. Оставалось 30 секунд, я встал, бросил, выбил, и мы выиграли. И когда девочки подбежали, они плакали, они радовались. И вот это настоящая победа. Это не кубок, не медаль, это сопереживание твоей команды, ребят, эмоции. Вот это главная победа. Потому что можно сухо выиграть турнир, поехать, в следующем году поехать другим составом. Ну, получил ты там медальку или получил ты кубок. Но этих эмоций, этого счастья, вот этих воспоминаний, каждый год мы приезжаем на какие-то турниры, все это вспоминаем, сопереживаем, кто где ругался, кто где с кем познакомился. И из этого наша жизнь составляет. Даже не в Юкигасен. Вся жизнь – это эмоции. И чем больше ярких эмоций, тем лучше. Поэтому мы стараемся собираться все чаще, и чем больше турниров, и чем больше городов, тем больше людей и команд заинтересованных, которые готовы прям сражаться на поле. Самое главное – тренироваться. Мало команд, которые готовы тренироваться и заражаются вот этой другой составляющей спортивной. Биться, проигрывать. Любая команда должна научиться проигрывать, это никак. И по некоторым командам, в том числе и не из Мурманска, я вижу вот слишком большую самоуверенность, но это, наверное, молодость. Вот. Нужно готовым быть к всему. И самое тяжелое в игровых видах спорта – это сопереживание за других, уметь проигрывать достойно. Юкигасен Вардио – очень крупное событие, которое удваивает, а то и утраивает население этого небольшого города. Игры проходят в 2 дня, хотя само событие длится чуть больше. Начинается маршем, в котором принимают участие жители города и сами команды, а заканчивается награждением. В этом году победителями чемпионата северных стран стала команда 0 промилле, которые неоднократно становились призерами данного турнира, а также принимали участие на зимнем турнире в Архангельске. Jukigassen i Vardø har vi jo utviklet i mange år, og vi begynner vel å nå noen grenser nå på hva vi skal finne på å fornye oss med. Men det vi bestreber oss om, det er å være mer profesjonell i forhold til det vi skal gjøre. Profesjonell i forhold til det å spille, ha gode baner, ha gode dommere. Og det er det vi skal bli best på nå etter hvert, for da fungerer alle ting. Og så får kombinasjonen av det her med festival som en greie. Det ser vi som det mest positive i forhold til det vi skal gjøre fremover. Når det gjelder Russland, så har jo vi et veldig nært samarbeid med Russland, og Russland har jo fornyet seg hvert eneste år, så har de fornyet seg og blitt bedre og bedre på det her med Jukigassen. Og det synes jo vi er fint. Finland, de har et eget opplegg som ikke vi er noe særlig glad i, for de har noe helt spesielt, og de vil ikke ha noe hjelp av oss heller, så de er egenrådige på alle måter. Men Arkhangelsk og Murmansk har vært fantastiske å samarbeide med, og de vil gjøre noe mer med Jukigassen. På verdensbasis så jeg har jo snakket med Kina, jeg har vært og snakket med Kina borte i Japan, og jeg er også i Japan og snakket med Australia. De sliter nok litt, tror jeg, på grunn av at de ikke har samme forhold og ikke har lagt tingene til rette på samme måte som vi har. Vi har vinter og sne og er kanskje ikke så avhengig av akkurat de tingene. Vi har full vinter, frost og alt sånt. Men i Kina så satser de veldig. Men jeg synes de har blitt litt svakere de siste årene, faktisk. Og i Japan er det jo, som han sier, i Japan, de er også på turné litt i forhold til antall lag. De har jo ligget oppe på 170 lag. I år var det 138, så de har jo gått litt ned dem, og interessen virker ikke til å være så stor lenger som man har vært. Men jeg tror fortsatt at måten å bygge Jukigassen på er i forbindelse med festival, så man kan ha masse folk som kan gå på en festivalarena, og så kan man ha noen profesjonelle, gode spillere, gode dommere og gode. Da blir det interessant å være og se.